Ну что, готовы? Вот так выглядит последствия импульсных покупок у косметолога. Ну, на самом деле все было не настолько импульсно, как я это сейчас позиционирую, но я собирался сделать субцизию. Это процедура, а, да, назовем это подрыванием рубцов, когда у вас есть прыщи, они проходят, на коже остаются неровности, и кожа дальше продолжает расти, так сказать, в нездоровом формате, и из-за этого неровности продолжают оставаться на лице. Чтобы их не было, рекомендуют делать такую процедуру, как субцизия. Специальной канюлей или иголкой подрывают основание рубцов, отделяют эти спайки, ну и гипотетически далее ваша кожа продолжает расти здоровым образом. Я, когда пришел к косметологу, это была вообще отдельная история. Сначала к первому косметологу, с которым я общался, она говорила, что она делает, потом не делает, потом делает. Это было ужасно изнурительно, как-нибудь впоследствии расскажу. Таким образом, прошло несколько месяцев, а я как раз собирался сделать эту процедуру зимой, когда солнце не очень влияет на нашу кожу. Далее я начал искать, кто же все-таки делает эту процедуру. Нашел. В одном косметическом салоне меня сначала записали на одну дату. Я уже даже все оплатил. В тот же день они позвонили, сказали, ой, все перенеслось. Так отменилась эта процедура. Но отменилась, не отменилась. Потом у меня знакомая, она делала эту же процедуру у другого косметолога. И я пошел по ее контакту, и чуть ли не на следующий день мне уже сделали запись. Прихожу я. Если в первом случае сначала мне нужно было пройти какую-то консультацию со специалистом, заплатить за нее деньги, и только после этого я мог записаться непосредственно на саму процедуру, то во втором случае со мной уже никаких консультаций не проводились, я только зашел в саму клинику, и меня уже начали мазать анестезией, даже не дав возможности пообщаться со специалистом. Когда специалист уже после 30 минут анестезии меня увидел, он сказал, ой, давайте мы с вами сначала сделаем лазерную шлифовку, а потом сделаем уже субцизию. Я объяснила на тем, что сейчас начинается активное солнце, и нам нужно по-быстренькому сделать всю процедуру сейчас, лазерную. В принципе, я был не против, поскольку в целом схема здесь идет следующего характера, что сначала делают эту субцизию, подрывают рубцы, а потом делают лазерную шлифовку для того, чтобы выровнять рельеф кожи. Я был не очень против, но самый важный аспект, на который стоит нам обратить внимание, что даже когда мы не планируем какую-то процедуру, конечно, очень важно сесть и собраться, задать все вопросы специалисту, возможно, открыть какой-нибудь ИИ, который поможет вам задать все необходимые вопросы специалисту, потому что в своем случае я даже немножко где-то и растерялся. Во-первых, у меня уже делали лазерную шлифовку когда-то давно, в принципе, я представлял, что, как, куда, почем, но мне не очень понравилось поведение дамы, врача с точки зрения того, что ой, у нас тут не остается времени, давайте уже делать. Вообще, мы должны помнить о том, что время – это ваша проблема, что у вас что-то не так со временем, потому что я пришел вовремя, все сделал вовремя, если вы опаздываете, это ваша проблема. Кроме нас самих, наши интересы никто не отстоит. И поэтому здесь нужно быть очень внимательными и особо не поддаваться на такие, так скажем, манипуляции. Ну, вообще, я вспоминаю «Секс в большом городе» и Саманту, которая пошла перед публикацией вечеринки по публикации книги Кэрри. Она пошла к косметологу, сделала свою импульсную покупку. И Кэрри сказала, что жвачка – это импульсная покупка, а не химический пилинг. И на что Саманта ответила, я хотела выглядеть свежо. И Кэрри отреагировала, ну, конечно, ты выглядишь сейчас свежо. Ты выглядишь как говяжий карпаччо, без одного слоя кожи. Приблизительно таким образом выглядит человек после лазерного пилинга. Ну, у меня уже потихонечку все восстанавливается, вся эта корка сходит. Но эффекта какого-то сверхзначительного и не сверхзначительного я пока не вижу. В принципе, ожидать этого эффекта и не стоит, как говорят поначалу, после процедуры, особенно в первые дни. Но вместе с тем, конечно же, нужно задавать вопросы специалисту. А что у нас получится? А когда какой результат мы будем ожидать? А как мы будем трекать этот результат? Можно было сделать фотографии до и после. То есть сделать все то, чтобы я как пациент мог видеть реальный эффект от процедуры. И понимать, в какие интервалы записать себе информацию по уходу. Потому что до этого, кстати,
Мне специалисты всегда рекомендовал, вот это та специалист, которая делала первую лазерную процедуру, лазерный CO2 пилинг, она шлифовку, она мне говорила мазаться определенными мазями. Это, в принципе, даже если, опять-таки, в тот же искусственный интеллект для поиска информации забить запрос, то вы поймете, он вот эту стандартную схему предоставит. В моем же случае, эта дамочка сказала, что нет, ничего не нужно делать, просто умываться антибактериальным мылом днем и вечером, не более того. И если будет сильно стягивать, можно брать термальную воду и термальной водой немного помогать себе размягчить кожу. И то это делать не очень часто. В результате, после того, как мне эту процедуру сделали, я поехал с этой красной рожей покупать себе мыльца. То есть, опять-таки, вообще, ну, хорошо, когда у тебя все заранее подготовлено, и ты после процедуры просто приезжаешь домой, у тебя уже все есть. Пояснила она такой уход следующей идеей, что у меня есть определенный вопрос с билирубином, они на хроническом уровне находятся. Она порекомендовала определенные дополнительные поддерживающие печень таблеточки, и мы ну и таким образом постараться максимально убрать любое жировыделение, ничего на себя не намазывать, чтобы не создавать это болото на лице из всего-всего, и желание сузить поры подкрепить как раз-таки вот таким протоколом. Ну, что из этого всего получится, мы будем смотреть. Опять-таки, тут месяц или еще сколько-то. Я сразу же записался на следующую процедуру. Мы будем делать вот эту очаровательную субсидию. Субсидия тоже делается в комбинации, так скажем, с биоревитализацией, то есть на подрубленные эти рубцы, оторваны, так скажем, подкладывается какой-то косметический препарат для того, чтобы дальше кожа не проседала и не стимулировалась к продолжению этого нездорового роста. Вот такие интересные штуки. И самое важное, еще раз, и для себя, и для всех, нужно срезюмировать, что есть даже в непредвиденных ситуациях, если вы что-то не планировали, можно вполне себе, даже если вас уже намазали какими-то препаратами, можно вполне себе отказаться от процедуры, задать необходимое количество вопросов, уточниться. Потому что я, например, кроме того, что SPF мазаться, после того, как пройдут эти все корки при выходе на улицу, ну хорошо, а какие-то увлажняющие кремы, может, те крема, которыми я пользовался, они совсем уже не актуальны из-за вот этого вот сильного воздействия. То есть сейчас я сам прихожу ко второму выводу, который сопровождает меня, наверное, уже несколько лет. Очень важно понимать, что, да, специалисты специалистами, но они просто консультанты. Они просто зарабатывают деньги на том, как они умеют зарабатывать эти деньги. Потому что вот предыдущая косметологиня, она все позиционировала делать РФ-лифтинг за какие-то 10 процедур, за какие-то огромные деньги, что я говорю, мне проще, наверное, уже сделать пластическую операцию и что-то там подтянуть за эти деньги, нежели эти ваши угольчатые процедуры делать. При этом РФ-лифтинг, он как бы сверху тебя, то есть у тебя как рубец рос нездоровым образом, так он и будет продолжать так расти из-за того, что ты его не подрубаешь, ты не убираешь основу его нездорового роста. И таким образом, да, вам сделают эти кучу процедур за эти кучу денег, но никто не заботится о том, что вот... Даже вот ко мне что другая мысль пришла, а почему нельзя, вот я как ну, конечно, я понимаю, почему нельзя, потому что денег ты на этом не заработаешь. Ты приходишь и видишь, о, ну вот этому чуваку бы попробовать вот это, вот это. Эти процедуры я не делаю, потому что лазер стоит, не знаю, сколько там они, от 50 тысяч, наверное, долларов, он стоит больших денег. И понятное дело, если я прихожу к тебе условно решать проблемы эти постакны, а у меня нет этого дорогостоящего оборудования, то я не буду тебе его предлагать. То есть в любом случае, когда вы приходите к специалисту, вы условно становитесь заложником его того контекста, в котором он находится. А ему нужно сделать продажу, ему за что-то кушать хочется. И таким образом, единственный, кто становится заинтересованным в вашем успехе, это вы сами. Поэтому все эти специалисты – это просто точка зрения, вы собираете разные точки зрения, ну и дальше сами... И дальше самостоятельно отслеживаете свои интересы и требуете все, что вам нужно, а если нужно время подумать, и нужно взять время для того, чтобы подумать, а не бросаться на какие-то процедуры, потому что кто-то тут сиюминутно предложил эти процедуры. В моем случае я отреагировал положительно, потому что, в принципе, я готов был к этому протоколу, и она сразу его же предложила, просто альтернатива была в том, чтобы поменять последовательность.
И логика этого изменения тоже была понятна. Солнце и прочее такое. Поэтому что? Берем и делаем лазерную процедуру. Сейчас, и через 3 недели уже можно сделать субцизию. Вот. Но, опять-таки, будем смотреть, наблюдать. И, наверное, для меня интересное открытие. Понятное дело, когда вы остаетесь после этой процедуры наедине с собой, несколько дней, около 5 дней, наверное, вы не можете выходить, потому что лицо довольно красное, в корках, не хочется подвергаться никакому солнечному влиянию, и поэтому остаетесь дома. Ну и об этих последствиях лазерной процедуры мне никто не говорил, но я заказал себе кучу каких-то штучек на Заре. Лежа на диванчике, заказал себе новую сумку, новый вот этот вот комплектик, маечку, штанишку. На следующий день нужно же было себя как-то продолжать развлекать, и я заказал себе на Тему кучу всего. Заказал себе на Шайне кучу всего. Короче, последствия дорогой довольно процедуры лазерной шлифовки продолжают быть не только на моем лице, но и на моем кошельке, за счет того, что я зачем-то, не зачем-то, там все-таки какие-то интересные покупочки. Обязательно сделаю распаковку и покажу, что я в итоге там всего назаказывал. Как минимум вот этот комплект вполне себе очень приятный и выглядит достойно. Как раз мне нужно уже обновить мои спортивные штучки. Что приедет с этого Shine, как его произнести, подумаю, как произнести. Это вообще отдельная история. Мне очень понравились одни такие ботиночки от Balenciaga. По-моему, они еще продаются или уже не продаются. И на этом Шине я нашел прям очень хорошую реплику, так скажем. То есть там нет никаких упоминаний, что это Balenciaga, но мне стало интересно попробовать и посмотреть, что же это будет такое. Вот такой своеобразный эксперимент. Плюс еще парочку каких-то своеобразных нарядов для новых ивентов. Так что обязательно сделаю распаковочки, может быть, даже и покажу. Вот, кстати, да, я себе заказал на Заре. Вот, я жертва домашнего насилия. Да, кстати, я до этого еще, до лазерной шлифовки, я все это, и субсидии, я все это думал на протяжении кучи времени. Ну и как-то оно все случилось чуть ли не в один день. В понедельник я написал своему мануальному специалисту, чтобы он сделал мне всякие эти массажные штуки, и моя спина, мое тело выглядело как после избиения какими-то палками. Вот сейчас последствия уже довольно неплохо проходят. И на следующий день я сделал лазерную шлифовку. В итоге я точно как жертва домашнего насилия. У меня все тело в этих условных подтеках, а лицо было, словно меня потаскали по асфальту. И, кстати, тоже очень интересный момент. Нужно же понимать, что все эти процедуры, они довольно условно инвазивные, даже не условно, а инвазивные. И, понятное дело, нужно готовиться заранее к таким процедурам. И, к сожалению, никто как-то особо не запаривается в том, чтобы вообще-то провести эту подготовку для тебя и сказать, что не только нужно мыльцем мазаться, но и на уровне физики тела нужно себя поддерживать, заранее поддерживать с определенными микро-макро всякими штучками и добавочками. Так вот, это возвращаясь, я давно хотел себе... Ой, ушла. Возвращаемся. Я давно себе хотел такую меховую сумочку, кстати, за какие-то очень приличные деньги у Зары я это приобрел. Сюда можно и спортивную что-то набросать рабочие свои принадлежности и отправиться туда, куда хочется отправиться. Так что, ну, как минимум, я своим этим покупочкам очень рад, а как максимум я надеюсь, что они и в перспективе времени дадут мне такое же удовлетворение. Ну что, мой завтрак готов. Всем хорошего настроения и приятного аппетита. Пошел я кушать.